Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами поделимся одной практикой, которую нужно провести сегодня вечером, после того, как Луна появится на небе. Обязательно посмотрите на Луну и скажите одно слово. И обязательно напишите эти цифры на запястье руки. Как это сделать и почему именно это нужно сделать 18 декабря вечером, далее более подробно. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Девочки и мальчики, у нас сегодня с вами 18 декабря, суббота, и вы знаете, это, наверное, один из самых мощных дней этого лунного месяца. Дело в том, что у нас уже буквально завтра, 19 декабря, в 7 часов 38 минут наступит полнолуние. Но это не все еще астрологические события, которые произойдут именно 19 декабря. 19 декабря у нас ретроградная Венера. Плюс ко всему этому мы с вами все вместе будем отмечать еще и великий православный праздник, День Святого Николая Зимнего. И все вот это вот вместе создает определенные вибрации для нас. И, конечно же, мы можем ними воспользоваться. Поэтому именно 18 декабря, в этот мощный день перед полнолунием, а точнее вечернее время, когда Луна уже появится на небе, не бойтесь просить помощи свыше, потому что там всегда нас слышат и помогают, и знают, как лучше будет для каждого из нас. 19 декабря это еще и волшебный день, и, как мы уже сказали, важный ежегодный церковный праздник. И вы знаете, это, наверное, один из самых любимых святых в народе, который исполняет наши любые желания. Конечно же, 19 декабря в этот день читается огромнейшее количество всевозможных молитв, посвященным Николаю Чудотворцу. К нему обращаются множество людей с просьбами и верой, что святой Николай волшебник, и он им обязательно поможет. За счет этого частота вибраций в пространстве будет повышаться, и все вокруг будут наполняться позитивной, созидательной энергией. Поэтому светлая энергетика и волшебство сохранятся еще на протяжении 3 дней, а все загаданные желания в эти дни будут всегда сбываться. Но мы сегодня в этом видео хотим поговорить именно больше о вечере 18 декабря. Как мы уже сказали, 18 декабря это самый мощный день этого лунного месяца. Это день накануне полнолуния, и этот день подходит для сильных, для решительных действий. Сегодня вы можете повлиять на те или иные события в своей жизни. Да, именно повлиять. Поэтому не будьте пассивными в этот день. Этот день, 18 декабря, будет хорош для общения с высокопоставленными людьми, с начальством. Это хорошее время также для того, чтобы вы занялись самообразованием, получением новых знаний. Полезно будет поработать с текстами, с книгами, возможно, с бумагами. Вы можете заняться активной интеллектуальной работой, которая требует от вас большого напряжения. Сделайте все так, чтобы в вашем доме 18 декабря царила гармония. Радуйтесь своим успехам, успехам тех людей, которые живут с вами, которые рядом с вами, которые поддерживают вас. Займите теми делами, к чему лежит у вас душа. Также отличное время будет для мелких и крупных покупок, для новых знакомств и семейных праздников. Также обращаем ваше внимание, что полнолуние это не только регулярное естественное явление, как многие думают, но это еще и волшебный вот тот период, когда природа звенит, наполняясь энергией ночного светила.
Именно это время уникальным образом влияет не только на наши с вами физические тела, но и на наше ментальное состояние. Поэтому стоит воспользоваться этим моментом, особенно перед полнолунием. Но перед полнолунием давайте с вами еще сегодня, 18 декабря, успеем очистить наше пространство от лишних вещей, а голову нашу от лишних мыслей. Поэтому обязательно сегодня, 18 декабря, сделайте ревизию. Подумайте о том, что какие вещи вам нужно убрать. Начинайте с гардероба. Залезьте обязательно на кухню, посмотрите, какая у вас там посуда валяется, нужная, не нужно. Также разберитесь со своими полотенцами, постельным бельем. Разберитесь с вашей головой. Пожалуйста, все ваши обиды, которые есть у вас, вы лучше их знаете. Это все, как правило, обиды, это всегда на наших самых близких людей, на родителей, на родственников. Простите тех, с кем вы в ссоре, с кем у вас, возможно, есть непонимание. Позвоните своим родителям, родственникам, друзьям, любимым людям и просто знакомым людям. И каждому вот подарите вот частичку своей любви, своего вот хорошего этого настроения, радости. Именно так вы стократно усилите свою энергетику, и тем самым вы сможете укрепить и свою связь со Вселенной. Научитесь интуитивно чувствовать настроение людей и быстро принимать верные решения в сложной ситуации. Кроме того, это период, сегодня 18 декабря, достаточно сильный, мощный день, когда вы возьмите листок бумаги, выпишите все те моменты, нюансы, которые вам мешают двигаться, и разбираться, почему это стало причиной. Не бойтесь, не стесняйтесь вот тех, возможно, каких-то эмоций. Когда вы начнете писать и анализировать, вы начнете, возможно, плакать, реветь. Вы должны понимать, что это нормальное состояние. Есть у вас свеча рядом, зажгите свечу, и вот, находясь вот в этом состоянии, как свеча горит, которая наш огонь, это огонь, который нас очищает, наши тела, и мы тем самым с вами переходим на другие уже вибрации. После того, как вы очиститесь, обязательно постарайтесь перед полнолунием, а это у нас последнее полнолуние в 2021 году, составьте план действий обязательно на будущий год. Программируйте себя только на благоприятные события. Пожалуйста, думайте о прекрасном и обязательно мыслите только в позитивном ключе. Ни на кого не нужно обижаться, не нужно концентрировать свое внимание исключительно на каком-то человеке. Нет, будьте на позитиве и свято верьте в свою победу. Только вы должны понимать, что мы должны всегда соблюдать законы космоса, потому что мы можем людей обмануть, мы можем друг друга обмануть, но законы космоса, Вселенной нельзя обмануть. То есть все равно все видно, все на информационном плане записывается, и всему приходит свой срок. Также в этот день избавьтесь от того, что уже отжило свой срок. Вынесите в хлам также все то, что вы хранили в доме или в квартире, которое мешает продвижению в вашем доме позитивной энергии. Это очень важно. И, как мы уже сказали, сегодня, именно 18 декабря вечером, когда уже Луна выйдет на небе, вы будете видеть, обязательно проведите следующую практику. Она очень простая, но она именно активирует вибрации изобилия, достатка и благополучия в вашу жизнь. Что мы делаем? Во-первых, вам нужно взять будет ручку или взять фломастер и написать несколько цифр. Эти цифры мы с вами будем писать на запястье левой руки. И обращаем ваше внимание, что перед тем, как начать писать эти циферки, вам нужно сказать следующие слова. На деньги. Вот просто сказали вот предлог и существительное на деньги, и далее на запястье левой руки пишем следующие циферки. 5, 2, 0, 7, 4, 1,
8. Только, пожалуйста, когда вы будете писать, пожалуйста, особенно у тех, у кого почерк очень крупный, постарайтесь на запястье поместить вот эти 8 цифр. Написали, посмотрели на Луну, то есть мы смотрим на Луну, говорим на деньги, пишем цифры, после этого опять смотрим на Луну, улыбаемся и после этого идем заниматься своими делами. Но помните, если вы в плохом настроении, вам кто-то испортил настроение, вы недовольны, у вас агрессия, апатия, не проводите эту практику, пожалуйста, потому что результата не будет, или он будет, но он будет такой вот какой-то, знаете, вот вялый, непонятный для вас, вы не будете, вы потом будете рассказывать о том, что у вас что-то не получилось. Помните о том, что любая практика, она должна проводиться именно в хорошем настроении, в хорошем расположении духа, иначе ничего не получится или произойдет, но криво. Нам это не нужно, поэтому, пожалуйста, уже к 18 декабря, к вечеру, чтобы настроение обязательно было только хорошее, только прекрасное. Друзья, обязательно проведите эту практику сегодня, 18 декабря, а мы всем желаем мира, любви и гармонии.